Кеити Цутия – настоящая легенда дрифта. Он популяризировал эту дисциплину во всем мире, иногда даже нарушая закон, за что впоследствии и поплатился карьерой. В конце мы покажем, как он в свои 67 лет продолжает валить боком, вдохновляя миллионы людей, и расскажем, почему ему дали прозвище «Король дрифта». Вы узнаете всю его историю от гонок по заснеженным горам до Библии дрифта, которая стала учебником для нескольких поколений дрифтеров. Как началась история этой необычной гоночной дисциплины? История дрифта уходит вглубь времени, и разные источники предоставляют разную информацию о его происхождении. Однако, все сходятся в том, что именно Япония считается колыбелью этого необычного способа преодолевать изгибы трассы. Первые попытки использования управляемого заноса, чтобы быстрее проходить повороты, можно отследить еще в 30-е годы 20 века, когда гонщики европейской серии Grand Prix экспериментировали с задней осью своих автомобилей. Но настоящим зарождением дрифта принято считать именно страну восходящего солнца, где в 70-е годы на извилистых горных дорогах уличные гонщики начали исследовать новый способ прохождения поворотов с минимальными потерями в скорости и крутящем моменте. Проще говоря, заходили боком, тут же выдавая максимальное ускорение по прямой. Их вдохновителем стал мотогонщик по имени Кунимицу Такахаси. Он был первым японцем, победившим на этапе чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам, одержав победу на Гран-при Германии в 1961 году. Он также показал свое мастерство в Испании и Франции в 1962 году и, возможно, мог бы завоевать еще множество титулов, если бы не тяжелая авария на острове Мэн, которая положила конец его карьере мотогонщика. Однако эта авария открыла для него новый путь. Кунимицу Такахаси вернулся в мир автогонок, но на этот раз в качестве гонщика на автомобилях, и он снова начал набирать победы. Его список достижений включал в себя Гран-при Японии, японскую Формулу 2000, участие в гонке 24 часа Лимана и даже опыт в мире Формулы-1. Однако его истинное признание пришло не из-за его титулов, а из-за его уникального стиля управления автомобилем. Такахаси входил в повороты на предельной скорости, создавая на апексе избыточную поворачиваемость, что позволяло ему сохранять темп и точную траекторию. Это искусство контролирования автомобиля на пределе совмещалось с впечатляющим дымом от паленой резины и эффектностью, с которой его автомобиль выходил из поворота. Все это впечатляло молодого Кеити Цутия, который считает Такахаси своим учителем. Собственно, с этого и можно начинать историю настоящего короля дрифта. 30 января 1956 года в японском городе Нагано появился на свет Кеити Цутия. Человек, который полностью перевернет историю автомобильных гонок. Как и многие другие пилоты, он начал свою гоночную карьеру весьма в юном возрасте, участвуя в местных японских чемпионатах, где не занимал каких-то выдающихся мест. Просто, как и все мальчишки того времени, обожал автомобили и старался быть к ним ближе. Но после гонок он шел туда, куда действительно звало сердце – в горы. Там он научился искусству движения боком, приобретая навыки, которые стали основой его будущего успеха в мире дрифта. Любимым развлечением Кеити было играть со стояночным тормозом, принудительно отправляя свой автомобиль в глубокий занос. Эта забава позволяла ему освоить принципы контроля над автомобилем и научиться чувствовать, как вес машины перемещается в поворотах. Дрифт Кинг не просто сжег резину, он исследовал горные дороги и учился управлять автомобилем с легкостью, перекидывая его с одной оси на другую. Он проводил много времени, проезжая каждый поворот по 1000 раз, изучая, как пройти его с более острым углом атаки, не потеряв по скорости и удержав управление. Это, безусловно, не был самый безопасный способ обучения, но именно на горных перевалах Кеити приобрел навыки, которые позже сделали его легендой дрифта и позволили не совершать ошибок во время заездов. Зимние снегопады научили Кеити Цутия управлению на заснеженных дорогах. Он продолжал скользить, но не потому, что это был оптимальный способ прохода поворотов, а потому что это приносило ему детский восторг и адреналин.
Надо ли говорить, что это было просто красиво и необычно для того времени? Это сейчас мы видим горы и дрифт на серпантине в каждом втором фильме. А парень это выдумал сам, каждый раз и рискуя полететь кубарем со склона. Его навыки вождения с каждым новым скользящим маневром улучшались, и он кропотливо учился новым техникам пилотирования. Присоединившись к группе гонщиков, Кейти узнал о секретном мероприятии под названием Sunny Cup, которое финансировалось одним из его друзей. Здесь он осознал, что ему нужен не просто автомобиль, а гоночный болид, чтобы достичь своих амбициозных целей. В то же время многие профессиональные гонщики относились скептически к идее дрифта в обычных гонках, а особенно в зонах торможения. Однако Кейти доказал, что эта техника может быть эффективной в тактически обоснованных местах, где резкие маневры и ввод машины в занос позволяют изменить траекторию и перегнать соперников. Для оппонентов это выглядело забавно, когда парень, чуть ли не теряя управление, начинал газовать боком, но если в первых гонках это были шутки и недоумения, то потом немой вопрос, ведь даже при малой мощности машины Кейти умудрялся ехать с ними наравне. Дрифт стал тем, что Цутия считал своим секретным оружием. Способность ехать боком в зонах торможения и при этом поддерживать более высокую скорость при выходе из поворота, чем кто-либо другой на трассе. Понятно, что эта техника была более рискованной, и другие гонщики просто не решались повторять подобное. Но сама красота заноса и изящество, с которым Дрифт Кинг перебрасывал массу машины, не могли оставить равнодушными. Команда Курата Джидауша Racing Team предложила Кейти Цутия шанс в мире профессионального автоспорта, предложив ему стать пилотом в категории F3. С этого момента началась новая глава в его гоночной карьере. В составе команды Курата он получил ценные советы и научился более сбалансированно использовать дрифт, чтобы сохранить шины и мотор своего автомобиля на длительной дистанции. Постепенно он продвигался вперед в автоспорте и перерос Sunny Cup, получив приглашение выступать в группе N2. Надо отметить, что это был высший уровень, на который мог претендовать японский гонщик в те времена. Кейти всегда стремился к победе, но она постоянно ускользала. Молодой парень был гонщиком средней руки, зато любимчиком всех зрителей, благодаря своему необычному стилю вождения. И тут сразу хотелось бы поговорить и про легендарный автомобиль N2 AE86, который невозможно представить без Кейти, а Кейти без него. Toyota AE86 выпускалась в двух вариантах кузова – двухдверном купе и трехдверном хэтчбеке. Купе весило 950 кг, в то время как хэтчбек весил 970 кг. Благодаря разнице в весе и большей жесткости, купе стало популярнее среди автогонщиков. Интересно, что оба кузова выпускались в двух версиях – Corolla Levin с прямоугольными фарами и Sprinter Trueno со слепыми фарами, которые можно было спрятать под капотом. По всему миру автомобиль известен как Хачирок, что в переводе с японского означает цифру 86. Это была последняя заднеприводная Corolla в истории концерна Toyota. Спортивные версии Хачирока, Sprinter Trueno и Levin были оснащены легендарными моторами серии 4A, имеющими 16 клапанов и способными выдавать до 97 кВт, что эквивалентно 130 лошадиным силам. Эти двигатели обладали выдающимися характеристиками, такими как долгий срок службы, простота настройки и надежность. Это давало им преимущество над многими другими автомобилями. А кроме того, они очень приятно рычали, что делало их еще более привлекательными для гонщиков и автолюбителей. Toyota AE86 также повысила стандарты японского кольцевого чемпионата. На базе этой модели создавались отличные гоночные автомобили. Кроме того, машина проявила себя успешно в других дисциплинах соревнований на скорость. Очень популярны у японцев были заезды, когда два одинаковых автомобиля стартуют на извилистой дороге и едут вместе до того момента, пока кто-то не опередит оппонента на пару корпусов. Toyota AE86 действительно заслужила свою репутацию как легенда автомобильного спорта и дрифта. Модель выпускалась всего 5 лет, оттого и такая редкость сейчас,
не говоря уже про ассоциации с королем дрифта. Итак, когда Кеити Цутия сел за руль своей новенькой N2 AE86, которая была подготовлена специально для него командой TRD, он понял, что это полностью его автомобиль. Несмотря на свой статус новичка, он демонстрировал невероятные навыки как на дождевых, так и на сухих трассах, доминируя в гонках и показывая невероятный стиль вождения. С поддержкой компании Yokohama, которая стала спонсором команды Kurata Carrot, он смог попробовать себя еще в нескольких местных командах. Хотелось бы обозначить, что у Цутия со всеми оставались хорошие отношения, его всегда характеризировали как настоящего весельчака и затейника. Но кольцевые гонки в японских чемпионатах – не единственное достижение короля дрифта. В 1995 году на гонке 24 часа Ле-Мана он стал победителем в своем классе, завоевав 8-е место в общем зачете, управляя автомобилем Honda NSX. А в 1999 году мог повторить свой результат на Toyota GT1, но попал в аварию и повредил шину. Тем не менее, он продемонстрировал самый лучший круг и пришел вторым в своем классе. После того, как Цутия уже приобрел медийную популярность, он принимал участие в показательных гонках NASCAR в 1998 году на трассах Suzuki Circuit и Twin Ring Motegi. Однако у Кеити были и свои темные моменты в биографии. Его лицензия пилота была временно приостановлена из-за нарушения ПДД. Он часто ездил в горы, чтобы покататься боком, и иногда нарушал правила дорожного движения, даже там, где это было опасным для остального потока. Молодой и горячий гонщик любил не только пошалить в одиночестве, но и стал легендой местных уличных гонок. Естественно, это дошло и до руководства его команды. Это произошло именно во время, когда он участвовал в профессиональных гонках, что вызвало разочарование руководства его команды. Тем не менее, его репутация росла среди единомышленников и молодых японских автолюбителей. 15 и 16 ноября 2003 года состоялся последний раунд японского чемпионата GT, который прошел на трассе Сузука. В возрасте 47 лет Кеити Цутия объявил о своем уходе из профессионального автоспорта, но это было началом новой жизни, которая впоследствии вдохновила миллионы людей по всему миру. В 2004 году Кеити Цутия в интервью предсказал, что фанаты дрифта хотят чего-то более захватывающего и опасного, чем красивый и чистый японский дрифт по правилам. Это предсказание сбылось. Видеоролики, такие как серия Джимхана Кена Блока, стали очень популярными, и мировая аудитория начала ценить более экстремальные и опасные аспекты дрифта. На YouTube появилось множество видео с уличными трюками, снятыми любителями, которые привлекли огромное количество просмотров. Про личную жизнь король дрифта никогда не распространялся. Известно, что он не женат, что сам родился в полной семье и имеет младшую сестру. Детей тоже нет. Всю свою жизнь он посвятил автоспорту и дрифту. В сети даже трудно найти фотографии, где он позирует с женщинами, как другие именитые гонщики. Зато с его любимой Хачирокой их полно. Помимо гонок, Кеити Цутия также активно участвовал в различных видеосъемках, писал колонки для журналов, принимал участие в телешоу и даже участвовал в популярных радиопередачах. Его любили за остроумие, всегда приподнятое настроение и философское отношение к жизни. Коллеги гонщика ценили его за отсутствие пафоса, который часто характерен для многих чемпионов. Он занялся обучением молодых дрифтеров, даже выпустил серию роликов с ироничным названием «Библия дрифта», где от первого лица рассказывает все тонкости управляемого заноса. Материал действительно классный. Уже несколько поколений профессиональных гонщиков начинали свой путь именно с него. Кеити владеет собственным видеожурналом в Tech Club и принимал участие в различных проектах, включая телевизионное аниме Vengan Midnight и Initial D. Кроме того, он снялся в фильме «Тройной форсаж. Токийский дрифт» в роли рыбака, комментирующего дрифт главного героя. Там же он консультировал дублеров и актеров и помогал ставить некоторые сложные трюки.
Завершив свою карьеру в гонках, Кеити Цутия остался в мире автоспорта и профессионального дрифта в качестве официального судьи D1 Grand Prix. Он даже был владельцем компании, специализирующейся на подвеске под названием K-Office, прежде чем продал ее в 2005 году. Кстати говоря, он всегда легко выделялся на разных событиях благодаря фирменному цвету одежды – нефритово-зеленому, и этого стиля придерживались многие участники D1 Grand Prix и сотрудники K-Office, отдавая дань легенде. В 2014 году он объявил о совместном предприятии с King of Europe Pro Series с целью создания King of Asia Pro Series. Он также выступал в качестве одного из основных судей на нескольких важных гонках в рамках соревнований King of Europe Drift Pro Series. Его вклад в мир дрифта сложно оценить. Он до сих пор активный гость на различных автомобильных шоу. Имя Кеити Цутия стало нарицательным. К примеру, Кайла Рудольфа, гонщика CMRA, прозвали Кеити Цутия в мотоспорте за то, как он ездил перед выходом на трассу, вальцуя задним колесом своего мотоцикла. Важно понимать, что сейчас дрифт – это массовое явление, серьезные мировые соревнования и многомиллионные контракты с невероятной медийной узнаваемостью. У Цутия всего этого не было. Он ездил так, как любил, и ему было неоткуда черпать свои знания в управлении, кроме как из заснеженных извилистых трасс и риска собственной жизни. Именно поэтому Кеити Цутия и получил звание настоящего короля дрифта. За отданную жизнь, полностью посвященную контролируемому заносу. Он в одиночку смог популяризировать то, от чего в восторге миллионы зрителей. На этом пока что все. Всем спасибо за просмотр и до встречи в следующих видеороликах. Сайонара!